колец, Атлант отрисовывается, да, у нас такая структура своеобразная. Кто скажет, что это типа паттерн дракон? Я сначала тоже предполагал, что у нас здесь, возможно, драконы пытались отрисовать вот здесь, именно когда этот перекат пытались сделать. Нам нужно было, чтобы здесь для дракона фитиль опустили ниже, к вот этому уровню или даже ниже его, да, потом откуп, и после этого можно было вырисовывать дракона, пытаться, но здесь тоже прогиб вот этот некрасиво. Три волны опять собирается 3 волны, цена вышла вниз, ретест, и первый ход это высота этой структуры. У нас оно вот так, да, проходит, получается, высота этой структуры, и первый ход цены должен выйти в этот район 16 587. Так. Это что именно из вот этого вот, из вот этой части? Даже не 16 587, а 16 575. Ну, здесь отметки поставил. Дальше у нас по Фибоначчи теперь, если пройтись, посмотреть. Во-первых, у нас есть важный уровень, по которому я уже, ну, у нас давно здесь находится. Верхняя часть этого уровня, так уж получилось, да, у нас пришлась она к центру нашего накопления. У нас всегда так чудным образом получается в конце, да, то есть пока здесь идет как-то непонятно, вот многие ребята начинают, идут кто с нами, да, и некоторые даже отписываться начинают, потому что, ну, не понимают, что происходит. Когда не понимаешь, не надо ничего делать, просто вообще ничего не надо делать. Я тоже здесь думал, что у нас тут выход будет вниз, там брал позиции, набирал. Но и лонг, когда у нас Атлантом разворачивался, и лонги брал, и шорт брал. По Matrix Strategy тоже тут ориентировались частично. И в безубыток переводил. В общем, сейчас у меня до сих пор еще есть открытая позиция лонговая, потому что мы когда вниз сюда спускались на 78%, вот сюда вот где-то подхватывал там позицию. И у нас есть тут очень важный уровень, который мы трогали. И опять к нему вернулись. Это 666. И цена так настроена вроде как туда и обратно вернуться. Атлант шортовый. МСК из перекупленности в перепроданность не выходила, то есть есть еще куда уйти. В общем, это накопление. Так, это старые цели. В общем, по уровню Фибы из вот этой вот части. Единственное, что я не вижу, как-то не дособирали эту структуру, эту фигуру. В общем, по стратегии тройка. Ход цены здесь и ход цены здесь. То есть ожидаемый выход у нас в район 16 338, 313 раз. Следующий момент по Фибе. Обратите внимание, да, по нашей Фибе. У нас 78 уровень. Мы раз его касались, прям касались, от него отбились. Вот здесь вот это тоже смущало, то, что по идее цена, ну, могла развернуться и пойти наверх. Но она так не сделала, и прям обратно вернулись к этой Фибе и начали ее пробивать. Когда идет пробитие 78 уровня, пробитие, как пробуют его на вкус. Здесь ретест, и есть вероятность того, что мы пойдем именно здесь вот прокалывали, да, и пойдет цена еще ниже. И выходить как раз зона 1.38 и 61,8% по Фибоначчи у нас. Но у нас здесь тут будет еще один очень важный уровень. Так.
при проколе которого, если цена вниз уходит и там закрепляется, то и ниже, и ниже, и ниже есть куда. Далее нам сейчас нужно из вот этого вот накопления, чтобы цена прошла более 30% на выходе. Именно из накопления. То есть вот на середина этого, да, всего движения. И наша предполагаемая цена. У нас же идет верхняя часть сейчас. Но у нас вот уровень отмечен, тоже есть. Поставили отметку, да. Так, это у нас получается 16590. Ну, 16600, 16590, 30% и Фибоначчи. При пробитии этого уровня и закреплении здесь цены более 90% на то, что цена пойдет именно к вот этому уровню. Здесь тоже эта отметка стоит. Следующее сейчас. Вот именно от нашего последнего пика пробитие 38%. Кстати, вот сейчас мы и пришли, если вот по этой системе смотреть, по этой же системе, но именно от этого пика, то мы уже приходили в 38%, пока отбились. Здесь делаем ретест от структуры. Посмотрим. И у нас есть важный уровень поддержки сопротивления, да, в данном случае сопротивления, и ниже которого торгуюсь, у нас шорт-приоритет. В приоритете шорт сценарий. И пока тоже все так очень шортово выглядит. Ребята, как вам поступать? Каждый сделает свой вывод, даже из этого видео. Каждый сделает свой вывод. И будет работать по собственной системе, по собственной стратегии. Ну, выше, да, поднимаясь выше, сюда будут отменять. Я буду отменять этот сценарий или пересматривать его. Позиции набраны, позиции подтянуты, стопы без убытки. Опять же, смотреть нужно новостной фон. В любой момент могут взять и начать очень сильно заливать сюда средства, и цена может сильно улететь в тоже ранее отмеченные уровни. Потому что даже старая FIBA еще у нас уровень 61,8, это 17 160 и 78% это 17 300. Еще пока это тоже не отменяется, потому что у нас не было ухода ниже этих зон. Так, сегодня по новостям индекс делового климата в Германии, да, у нас будет, кстати, скоро уже. Эти новости могут и поднять цену, и посмотрим. Так, и базовая кредитная ставка. Кстати, индекс делового климата, если он пойдет в положительный момент, соответственно, доллар, евро будет расти, потянет за собой доллары, евро и индекс относительной силы доллара будет укрепляться, и евро, и соответственно, биткоин будет слабить. Если этот момент будет падать, то ниже предполагаем, да, тогда цена должна по-хорошему биткоина подниматься наверх. Посмотрим тоже, кстати, на то, как эта новость будет отрабатывать. Так, что еще? Ну, из того, что сейчас здесь есть, и офлайн шортовый, у нас конец структуры, если это конец этой структуры, и если это действительно та фигура, которую нам показывают, то мы должны выходить
вниз, все, логика, логичное завершение этого всего. Вот особенно здесь, да, хорошо это просматривается. Первый закол, накопление, пробитие, ретест. Больше нечего говорить. Или не о чем даже, я бы сказал. И ходовые, по ходу, когда будем спускаться до уровня, где цена может останавливаться. Основная цель. Ну и дальше. И дальше нас ждет 78% по большой фибе. Именно от большой фибы. Если помните, то у нас здесь это 68% было. Вот эта точка, это у нас 68% по фибе. Когда мы вниз падали. 78 не пробивали еще, не дошли еще до него. Ну, все, что хотел сказать, сказал. Подписываемся к нам в телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Телеграм-канал BitAtlant. Кто хочет торговать по графикам с Атлантом, пишите мне в личку. После того, как напишите, подписка стоит $53 USDT. Я вам, после того, как вы написали, я вам скидываю номер кошелька, отвечаю голосом, скидывайте мне номер кошелька, переводите средства, скидываете и напишите хэштег транзакции. Всегда, когда криптоактивы отправляете, то всегда есть хэштег транзакции. Это как чек. Последние 3 символа хэштега транзакции. И я скидываю менеджеру, и вас подписывают к нам на графике, в закрытую группу. В общем, там дальше разберемся. Ну вот, в принципе, все. Все полезные ссылки в BitAtlant, в группе, в открытой группе BitAtlant, и в закрепленных сообщениях тоже посмотрите. Там все, что вам нужно, вы найдете. Торгую я на бирже BingX, потому что у них честная цена, нету сквизов, нету этих проскальзываний цены. То есть взял позицию шорт, поставил стоп, цена гуляет вверх-вниз, но не выбивает твой стоп. Если ты на других биржах ставишь стоп, биржа это видит, она обязательно сходит, заберет твой стоп, потом уйдет в какую-то из сторон, или вверх, или вниз. Но они так часто делают. И вот сколько я говорю, много где торговал, знаю, что такое кухни. В крипте сделать биржу кухню очень легко. И в оконцовке, кстати, немногие биржи выживут. То есть сейчас регуляторы на Форексе это было тяжело отслеживать. На Форексе, вернее, было тяжело отслеживать денежные вот эти вот вливания, торговлю людей. Но с криптобиржами будет намного легче это все дело отслеживать и наказывать эти нечестные биржи. Поэтому я не знаю, что там будет в будущем, какие выживут, но думаю, наша биржа BingX, она будет вполне комфортно себя чувствовать, потому что они изначально работают правильно. Так что подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Если хотите, приходите ко мне на биржу BingX, я на ней торгую. Торгую я через терминал TradingView. То есть вот то, что вы сейчас видите, это терминал TradingView. Внизу здесь есть торговая панель. Ее нажимаете, и там из списка выбрать биржу BingX, подключить свою биржу к терминалу TradingView. И прямо через это окошко, вот посмотрели, да, у нас по графику, ага, здесь лучше взять шорт. Нажали эту кнопочку, вот здесь вот это шорт позиция, это лонг позиция. Можно настроить торговлю поднастроить, чтобы только нажал, чтобы сразу позиция открывалась. Если как она правильно называется сейчас, так, торговля, да, вот, если размещение заявок без подтверждения поставить, то нажал, оно у тебя сразу включается. Если с подтверждением, тогда нажимаешь, он тебя спрашивает, какой объем и какое плечо. Кстати, TradingView почему-то нам плечо не меняет. У них 50 и 150 на бирке стоит, зараза. Но вот сейчас им команда BingX отписывается, я потому что им написал.
Они мне сказали, что будут им отписываться, тоже будут им. И я в TradingView вписал, и с нашей группы тоже ребята писали. Ну, посмотрим. Ну, вроде как должны изменить. Потому что они меняли, потом опять, после обновления опять это слетела система. Вот. В общем, ребятки, вот так. Все, всем удачи. Ждем цену. Подписываемся, не забываем ставить лайки и колокольчики. Пока.